Hey, don't move, yo. Stay where you at, stay where you Stop at. moving, Cecil. Cecil, He coming towards you. Don't move. move. Oh my Dog. Всем привет, друзья, с вами канал Supreme Show. Сегодня у нас представитель кошачьего семейства. И не просто представитель, а самый большой представитель кошачьего семейства в мире. Если, конечно, не считать лигра, гибрида тигра и льва, который в дикой природе не обитает. Если интересно, пишите в комментарии и обязательно познакомимся с лигром поближе. Давайте теперь посмотрим нарезку нашего полосатого друга и узнаем, на что способен тигр в деле. Поехали! Если понравилась нарезка, ставь палец вверх, подписывайся на канал и бей в колокол. Это поможет не пропускать новые ролики. А мы продолжаем. Итак, тигр. Тигры являются одними из самых крупных хищных животных в мире. Самыми большими размерами могут похвастаться амурский и бенгальский тигр, которые способны вырастать до 3 метров в длину и весить около 300 килограмм. Представьте почти 300 килограмм силы, мощи и мышц. Есть вечный вопрос, кто же сильней, тигр или лев, и еще больше мнений по этому поводу. В этом ролике мы не будем разбирать эту тему, она достойна отдельного видео. Но несколько схваток этих зверей все же посмотрим. Высота кошки в холке составляет чуть больше метра. Например, у амурского в среднем это 110-115 сантиметров. Когти нашего героя могут вырастать до 8 и даже 10 сантиметров. Несколько фактов о тиграх. Тигр очень сильный и ловкий хищник, способный прыгать на 6 метров в длину, хотя некоторые источники утверждают, что при атаке на жертву, когда необходимо быстро преодолеть расстояние, прыжки могут доходить даже до 10 метров в длину и 5 метров в высоту. Тигры предпочитают нападать на добычу из засады, тем самым застав ее врасплох, когда та его не видит. Например, в Индии нередки случаи нападений на людей, поэтому многие носят маски с глазами и человеческим лицом на задней части головы во время прогулки по лесу или в местах, где могут обитать крупные кошки. Нося такую маску в городе, наверняка вы бы выглядели странно. Максимальная скорость бега составляет 60 км в час, но также есть данные, что амурский тигр может развивать скорость аж до 80 км в час, причем даже по снегу. Ну что, давайте теперь перейдем к роликам нападений и даже защите от других не менее слабых животных, чем тигр, например, таких как медведь или лев. Тигр в деле против льва, медведя, слона, кабана и даже собаки. А начнем мы с медведя. Смотрим первый ролик, в котором тигр решил, что медведь-губач легкая добыча. Нередко такие встречи заканчиваются в пользу кошки, но в этот раз, возможно, в силу неопытности тигра или того, что медведица с потомством явно более агрессивна и готова сражаться до последнего, полосатому ничего не оставалось, как отступить, да и сам бой был практически равным. И снова губач, только в этот раз уже ни о какой драке и речи не может быть. Сам Мишка не очень крупных размеров, и тигров уже двое, но далее мы с вами посмотрим случаи, когда азиатскому черному медведю удавалось отбиться даже от 2 кошек, которые, видимо, не слишком были голодны. Очередная встреча наших героев в ночное время суток.
Азиатский черный медведь обычно немного крупнее губача, и здесь он встретился сразу с двумя. Смотрим последний бой, в котором сошлись наши герои. В этот раз драка получилась довольно-таки яркой и ожесточенной. Следующий у нас на очереди более равный соперник тигру. Тигр против льва. Друзья, в этом видео мы смотрим только версусы и удачные кадры встреч этих животных в дикой природе и не только. Разбирать, кто же все-таки сильней, тигр, лев или медведь, думаю, достойно отдельных роликов. Напишите в комментариях, если интересен такой разбор, и попробуем провести тщательный анализ. Итак, тигр против льва. Есть большое количество роликов подобных столкновений. Давайте посмотрим нарезку одних из самых интересных и захватывающих кадров. I'm moving too far. Getting close. Leaving, getting close. Предельно ожесточенная схватка произошла на арене цирка. Сами кадры с какого-то очень старого черно-белого фильма, и, возможно, сцена с дракой зверей была намеренно спровоцирована. Сам бой получился довольно агрессивный и свирепый. В конце концов, зверей разогнали с помощью шланга с сильным напором воды. Если есть у кого информация по данному фильму, пишите в комментарии, интересно будет почитать. Смотрим еще одно старое видео с реальной битвой насмерть. На этот раз кому-то сбежать вряд ли удалось бы, так как животные оказались в яме, в которую их, видимо, намеренно поместили. После длительной ожесточенной суровой бойни, как нам показывают последние кадры, победа осталась за львом.
Следующий противник нашей полосатой кошки – слон. Тигр против слона. В реальности такой бой представить очень сложно и увидеть практически невозможно, хоть тигр и способен очень высоко и далеко прыгать, нападать на огромного слона явно нет необходимости, а вот напасть на наездника слона вполне возможно, и есть один уникальный случай, который удалось запечатлеть на камеру, где огромный тигр с лютой злобой и стремительной атакой бросился на человека, находившегося верхом на слоне. Произошло все настолько быстро, что за считанные мгновения зверь настиг и разорвал руку своему обидчику, который пытался защититься палкой. Помимо этого слышны выстрелы охотников, находящихся рядом на других слонах. Еще один похожий случай, но в этот раз обошлось без прямого контакта. И медведями тигру сложно соперничать, то следующие герои являются легкими оппонентами, и спастись они могут только бегством или удачей. Начнем с кабана. Тигр против кабана. Смотрим первый ролик, друзья. Сначала тигр долго и медленно подкрадывался, но после того, как сократил дистанцию, резко бросился на кабана. Хоть кабан и пытался уйти от атаки в сторону, вряд ли началось долгое противостояние кабана и борьба за свою жизнь. Еще одна схватка и бессмысленная попытка кабана вырваться из лап этого зверя. На ролике не видно, как кошка схватила свою жертву, но кабан сразу же оказался на земле и уже практически был повержен. Но неожиданно второе дыхание помогло ему резко вырваться из плотных когтистых объятий и немного продлить и побороться за свою жизнь. Кадры же из второго фильма переносят нас уже на какие-то гладиаторские бои животных, причем бои неравные по силе. Конечно, понятно, что это фильм, но обратите внимание, как кабан кидается на тигра, причем атакует смело и агрессивно, ни капли не боясь опасного хищника. Друзья, у нас остались с вами бонусные ролики, и их всего несколько. Полноценными драками это назвать нельзя, комментировать их я не буду, а вы можете оставить свое мнение в комментариях. А на этом я с вами прощаюсь. Если видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями, поддержите лайком и подписывайтесь на канал. А колокольчик поможет получать уведомления о новых выпусках. Всем пока и до новых встреч.